Дело вот в чем, что если мы задаемся вопросом, кто такой бес, то мы должны задаться вопросом, кто такой ангел. Задаться вопросом, а существуют действительно те, кто, не имея тела, но тем не менее являются действительно реальными существами? Я бы сказал так. Почему мы думаем, что существует только вот это вот то, что можно пощупать, осязать, увидеть? Почему не могут быть бестелесные, в нашем смысле бестелесные существа, которые могут быть, так сказать, заряжены добром или злом? Опыт не только христианства, но даже и других религий, по крайней мере, самой великой древности, говорит о том, что действительно существуют и ангелы, и демоны. В этом отношении здесь христианство, если хотите, ничего даже нового не привнесло, никакого нового учения. Эта вера всегда была, и эта вера была вызвана чем? Не какими-то фантазиями человеческими, потому что откуда они и возникнуть-то могли. Нет, это возникло из непосредственно опыта. Фактов явления того мира, то есть явлений как сил ангельских, так и демонических сил, огромное количество. У нашего очень известного крупного философа Сергея Николаевича Булгакова, который от марксизма пришел к православию, в его книге «Свет не вечерний» в издании помещается его небольшая автобиография. И, в частности, он в ней произносит такую фразу замечательную, которая очень понравилась мне. «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Действительно, фактов огромное количество, когда человек соприкасался неожиданно с жителями, я бы сказал, того мира, который присутствует здесь, а не где-нибудь. Фактов огромное количество. Особенно вот посмотрите, что переживали, например, спириты многие, когда занимались этими сеансами. Как они уже прямо подчас соприкасались видимо. О видении этих духов свидетельствует опыт многих святых. И они, кстати, говорят очень любопытные, я бы сказал, слова. И говорят, что это великая милость Божия, что мы в нашем вот этом состоянии не видим ни тех и ни других. Потому что все те, кто соприкасался, например, с миром демонов, когда они являлись, то говорили, это отвратительные, я говорю, не только страшные, не просто чудовищные, это еще отвратительные, их сам вид, который буквально у человека вызывает и страх, и отвращение, и, любопытный еще момент, который встречается у святых отцов, они говорят, что бесы тошнотворны, то есть вызывает даже тошноту у человека. Вот до какой степени доходит соприкосновение с ними. У Антония Великого, а их не так много в церкви, кого называют великими, это действительно был великий подвижник IV столетия. Антоний Великий писал так даже: когда мы живем правильно, по совести, по-христиански, то мы этим самым соприкасаемся, соединяемся с Духом Божьим. Когда же мы живем вопреки этому, то мы, дальше замечательные слова, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Он употребляет такое слово, действительно, с демонами-мучителями. Потому что их существо по отношению к нам примерно таково, каково отношение, возьмем хищников, например, там лев какой-нибудь, тигр, или змея, или скорпион. Они в нашем состоянии, в котором мы теперь находимся, они для нас смертельны. Так и здесь, поэтому надо опасаться. Но это соприкосновение их возможно только тогда, когда мы протягиваем им руку. А мы протягиваем руку чем? Вот нарушением тех норм человеческого существа, здравого, разумного,
тех норм, которые указаны, эти нормы, которые называются, эти нормы, заповедями Божьими, заповедями. Эти заповеди, можно сказать так, жизнь по совести. Но какой совести? Христианской совести. Потому что общечеловеческая совесть не говорит, что нельзя осуждать. Ну, мало ли кого я осудил, ну и что из этого? Мало ли кому я позавидовал. Христианская совесть говорит, нет, ты позавидовал, ты уже нанес рану своей душе. Ты осудил кого-то, ты уже оскорбил свою душу. Понимаете, насколько христианская совесть, насколько она глубже смотрит в душу человеческую. Вот это очень важно понимать. Поэтому демонические силы, да, это духи, обладающие, как говорят множество святых отцов, тонким телом, как выражались у нас писатели XIX века, эфирным телом. То есть не этим материальным, который можно анализировать, как любую материю, нет, а тончайшим телом. Но они действительно, это телесно существа, да, они имеют определенный разум, они имеют определенные способности, и у них тоже есть иерархия. Тоже иерархия. Иерархия какая? Не в смысле подчинения только, а иерархия в смысле их свойств. И они, возможно, устроены точно так же, по подобной иерархии, которая существует даже этот видимый, допустим, животный мир. От низших существ до высших. Какая-то низшая, какая-нибудь лягушка, я не знаю, что она понимает. Обратите внимание, как дельфин понимает, или как слон понимает. Посмотрите, какая разница. Так и там тоже. Более того, святые отцы называют, что есть демоны страстей. То есть о чем идет речь? Как посмотрите свойства, например. Вот волк, а вот овца. Совсем разные свойства. И мы прекрасно это понимаем. Так и тоже в мире духов, вот этих демонов, также разные духи. Есть духи-волки, образно я говорю, есть духи-овцы. Разные они, эти духи. То есть не все они одинаковы. Мы говорим «бес», и никакого различия подчас не подразумеваем. На самом деле там очень тоже большое различие в этом бесовском мире. И святые отцы говорят, что, любопытная фраза, они говорят, что допуская в себя какие-нибудь греховные мысли и желания, мы этим самым открываем в своей душе форточку или дверь для вхождения этого духа беса в нее, который уже может возбудить эту страсть в совершенно неестественной, огромной силе. Святые отцы так и говорят, без блуда, без гнева. Поэтому надо очень беречься от того, чтобы не открывать им эти двери.